Да, друзья, пробки в наше время это прям беда. Вот представляете, вы куда-нибудь торопитесь на работу или к своей любимке и попали в пробку. Что же делать? А ты знаешь, что делать, потому что у тебя джип. И, конечно, ты знаешь короткую дорогу. Ты джипер, ты знаешь, что тебе делать. И вот ты едешь и сворачиваешь на грунтовую, самую короткую дорогу. Ты едешь по лесу, дорога отличная, тем более ты на джипе. Но появляются небольшие лужи. Но тебя они не пугают. Все четко, ты понимаешь, что ты успеешь. И вот что-то дорога все ухудшается, но ты не сдаешься. Ну вот, приехали. И тут ты начинаешь смотреть, обходить, чесать репу. Там посмотрел машину, тут посмотрел. Угу. А, елки-палки, у тебя же есть друзья в телефоне. Начинаешь набирать друзей. Опля! Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Да, такое тоже бывает. О, елки-палки, у меня же лебедка есть. Блин, лебедка не работает. Что-то сгорел там, елки-палки, собрался. Ну что. Открываем багажник. А в багажнике динамка и 2 шакла. Приехали, называется. И вот сейчас, дорогие мои друзья и подписчики, мы попробуем метод вытаскивания джипа из грязи всего лишь одной динамкой, ну, естественно, 2 шаклами. Ну, шаклы они будут у нас для облегчения. Вот это, говорю, просто я пробую. Это не какая-то прям, не знаю, методическая рекомендация, это не какое-то правило. Просто мы попробуем это практически и при определенных условиях. Мы застряли вот в такой вот небольшой луже. При таком методе я бы сразу, наверное, знаете, что посоветовал? Не пытаться газовать и взрывать себя дальше в этой яме и садиться вообще там на мосты, на дно и так далее. Потому что это только усугубит дальнейшее самовытаскивание. Машина просто прилипнет. И сейчас мы попробуем использовать метод самовытаскивания с помощью веревки. В моем случае это будет динамка. Вот, и 2 жердей. В одном из своих видео на старом канале я уже использовал этот метод, но подробно о нем я не рассказывал. Надеюсь, этот метод кому-то и понадобится. Может быть, кто-то его не видел. Вот, поэтому будем пробовать. Сейчас наша задача в лесу найти поломанные жерди, а их здесь очень много, вот, чтобы не рубить и не портить лес. Цепляем один конец нашей динамки за джип, перекрещиваем 2 жердины. И сейчас наша задача намотать динамку сюда таким образом, чтобы при условии, когда мы будем за одну жердь вот так вот перемещать в такое направление, чтобы динамка и с этой стороны наматывалась на 2-ю жердину, и с этой стороны наматывалась. То есть она как бы, получается, стягивалась. И машина должна, по идее, вытянуться. Так, как же нам это сделать? Я этого нигде не смотрел в интернете, как правильно наматывать веревку. Будем сами придумывать. Если у нас сейчас будет вот эта жердина передвигаться в ту сторону, значит, эта веревка должна наматываться на нее. Вот, то есть сюда. Есть. Сейчас мы тогда наматывается. Просунем вот так ее. Вот так. Это будет наматываться. А вот это тогда должна у нас, по идее, пройти вот так. То есть у нас наматывается вот эта веревка. Вот так вот просунем. О. Вот так. Я буду жердину сейчас вот сюда передвигать. И у нас вот эта жердина будет крутиться
по часовой стрелке наматывать вот этот конец на себя, а этот конец она будет наматывать уже, естественно, вот сюда. И что у нас получилось? Вот так вот мы закрепили за дерево. Вот здесь вот мы так вот все это дело, естественно, у нас натянулось сразу, когда мы за дерево закрепляли. Вот, в моем случае у меня чуть-чуть не хватило динамики, буквально 2 метров, да. Я смог воспользоваться услугами неработающей лебедки. Просто вытянул по минималочке трос и поставил, естественно, на блокировку его. Вот, и не знаю, есть такая блокировка, нет? Ну, короче, поставил, чтобы он не вытягивался. И зацепился за круг. Сейчас будем пробовать вытаскивать. Перемещать ее. Смотрите, она натягивается. Опля! Чуть-чуть подтянули. Теперь вот эту жердину мы перемещаем вот таким образом. Тем самым мы меняем, грубо говоря, угол поворота. И у нас сейчас при перемещении жердины в эту сторону она опять будет наматывать. Смотрите. И погнали. И есть. Опля. Да, тут, конечно, в этом случае хорошо бы иметь второго человека, взрослого, который придает нам вторую жердину. Ну, как есть. Опять перемещаем сюда. Так, Аленчик, убегай. Так, это было нелегко. Плюс мне еще вот эти деревья мешались. Но почти 2-3 намота я сделал. Все очень сильно натянулось. И машина чуть-чуть сдвинулась. Я не знаю, видно были это на камеру или нет. Но мы уже в напряжении. То есть машина уже вытягивается сюда. Сейчас мы пробуем завестись и на полном приводе попробовать выехать. Уже, в принципе, должно чуть-чуть получиться. Давайте попробуем. Вот видите, мы уже продвинулись на целый метр примерно таким методом. Сейчас мы еще раз попробуем себя подтянуть, насколько сможем. И машина у нас опять в натяжении потихонечку должна выехать. Я вот прям, как только начал трогаться, сразу почувствовал, что машине легче это стало делать. Что, пробуем? Мы выехали с помощью этого метода. Это было нелегко, это было не так быстро, но мы это сделали. Сделали это сами, без чьей-либо помощи, с помощью всего лишь одной динамки. Всего лишь немножко надо машине, на самом деле, иногда, чтобы выехать из грязи. Я еще раз повторяю, лучше не зарывайтесь. Потому что бывают такие люди, прям до талого засаживают, да как и я и попервой делал. А потом и 2 нивами невозможно было машину вытащить. Поэтому метод, в принципе, работает. Метод отличный. Пожалуйста, мотайте на ус. Все очень классно. Но еще раз говорю, это прям не какая-то супер рекомендация. Это всего лишь какой-то народный метод. Я его решил попробовать, и он мне, в принципе, помог. Фу, это было нелегко. Но мы выехали, и сейчас спокойно поедем дальше. Срезать пробку. Насколько мы ее победили, я не знаю. Ну а в следующем видео, ребят, мы придумаем еще какой-нибудь метод, способов, не обязательно с помощью одной веревки, может быть, еще из каких-то подручных средств, вот, и даже имеющихся вспомогательных, которые продаются у нас в просторах интернета, да и вообще в народе. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие методы знаете вы, а если уж вы живете где-то рядом в Нижегородской области, то, пожалуйста,
пишите в комментариях. И совместно с вами мы можем этот метод отснять и также показать в этом видеоролике. Ребят, еще раз всем спасибо за то, что смотрели. Спасибо, что вы со мной. Всем пока и всем удачи. Всем пока. Не забудьте подписаться на наш канал. Пока. А лебедка-то работает. Но я ей не помогал, честное слово. Просто я ее намотал. Все честно. Поэтому без всяких там этих читерств и так далее. Ну что?